Привет, любитель пострелять по кубикам. Сегодня у нас в руках не просто пушечка, а настоящий зверь СА-58 СТС. Если ты ищешь оружие с мощным калибром, которое способно вывести врага за считанные секунды, то ты попал по адресу. Сегодня мы детально разберем все плюсы и минусы этой пушки, проведем сравнение с ее ближайшими аналогами и, конечно же, в конце ответим на главный вопрос. Действительно ли СА-58 СТС стоит считать имбой в игре? Прежде чем мы нырнем в технические характеристики, давайте разберемся, что это за оружие и как его получить. СА-58 СТС это один из самых мощных автоматов под калибр 7,62, и пожалуй она уже успела завоевать сердца многих игроков. Однако, несмотря на ее выдающиеся характеристики, не все так просто. Ближайшие ее аналоги по калибру, которые стоят внимания, это АК-15, АК-308, ФНФАЛ и ХК-417. Геймплейно она больше напоминает оружие вроде АШ-12, ФНФАЛ или даже печенега. Почему так? Дело в том, что САшка, как и упомянутые аналоги, заточена под мощные, но немного медленные выстрелы, которые наносят огромный урон. Хотя печенег это пулемет, а не винтовка, он все равно заслуживает внимания в этом сравнении. У него выше скорострельность и больше патрон, но меньше урон, что как раз уравновешивает их на плюс-минус одном уровне. Но конечно количество патронов все-таки играет роль. У СТС это один из главных минусов. Теперь перейдем к самому неприятному моменту. Как получить данный агрегат или же в простонародье ствол. Здесь начинается боль и страдания, а получить можно из кейсов Черный Президент. Крафтится он за части разного качества, а как мы все знаем, рандом этой игры оставляет желать лучшего. Ну либо как вариант, их можно купить за талоны. Но это, если честно, сомнительный вариант, так как за талоны есть варианты получше, даже штурма, например. Раньше, кстати, получить данный ствол тоже можно было за кейсы, таким же способом, и также на осеннем ивенте, а падал он со спонсорских подгонов. Теперь, когда ты знаешь, как достать этот ствол, давай поговорим о том, что он из себя представляет на практике. На плюс 15 уровне САшка обладает уроном 63 и 75. Это, честно говоря, впечатляющие цифры. При этом дистанция стрельбы составляет 14 метров, что уже говорит о ее преимуществах перед многими другими 7,62 пушками. Да, большинство ганов не могут похвастаться такой эффективной дальностью, не говоря уже о скорострелках. А скорострельность у нее на уровне 620 выстрелов в минуту. Это, конечно, не рекордные цифры, но для магазина на 30 патронов это вполне достаточно. Здесь важно подчеркнуть, СА-58 не про зажимание триггера и массовую пальбу, а на про точность, контроль и мощь. Теперь давайте поговорим про точность. На первый взгляд ее можно сравнить с такими винтовками, как ФНФАЛ, ХК-417 или FN SCAR H. В целом, СА-58 СТС довольно сбалансирована. Она не будет самой точной в каждой ситуации, но при правильном управлении она показывает себя достойно как на средних, так и дальних дистанциях. Однако, даже у такой пушки есть свои минусы. Например, на больших расстояниях заметно, что прицельная тряска становится сильнее, что осложняет точную стрельбу. Вот примеры. Как выглядит отдача при задержке дыхания и без нее. А вот так выглядит зажим с контролем и без него. Когда дело доходит до ТТК, Time to Kill, то есть время до убийства, СА-58 действительно выделяется на фоне других 7,62 винтовок. И она переплевывает не только большинство винтовок этого калибра, но и многие другие стволы. Чтобы не быть голословным, вот тебе таблица с полными данными по ТТК, взятая из форума. Я оставлю ссылку в описании, чтобы ты мог изучить детали и сделать собственные выводы. Вот, к примеру, возьмем ТТК Сашки для центы на плюс 15, без сборки. Будет убивать за 0.3871 по голове до 30 метров. С 30 до 50 уже 0.4839. А от 50 метров 0.5806. Если по телу, то будет вот такое. А если по конечностям, то вот это. Теперь разберемся с плюсами и минусами этой пушки. Плюсы. Первое. Высокий ТТК. Одно из ключевых преимуществ. Второе. Мощный калибр. 7,62.
В сочетании с патронами СБП это позволяет буквально резать броню тяжесть, словно это кусок масла. Третье. Неплохая точность. Она демонстрирует себя как на средней, так и дальней дистанции. Конечно, для максимальной эффективности придется хорошо контролить зажим, но в целом она удобна в управлении. Четвертое. Моделька. Это субъективно, но модель оружия в игре выглядит стильно и приятно в руках. Минусы. Первое. Количество патронов. Без дополнительного магазина ты получаешь всего 20 патронов, а с ними 30. Этого мало для затяжных боев, где нужно сражаться с несколькими врагами одновременно. Оружие больше подходит для схваток 1 на 1. Второе. Способ получения. Рандом кейсов это лотерея. Кому-то везет за 200 кейсов, а кому-то придется потратить 1000 ради этого ствола. В итоге SA-58 СТС это хорошее оружие, которое прекрасно себя показывает на поле боя. Это не имба в классическом смысле, но в руках опытного игрока оно может стать настоящим кошмаром для противника. Все зависит от геймплея. Есть игроки, которым нужны точные и медленные выстрелы с высоким уроном, а есть те, кто предпочитает зажать и поливать врагов огнем. Все зависит от твоего стиля игры. Так что пиши в комментариях, что думаешь об этой пушке. Мне будет интересно узнать твое мнение. Черный президент. Блять, какой президент. Ладно, так оставлю. Что думаешь об этой пушке? Как она тебе показалась? Чего, блять? Показалась? Вот тебе таблица с полным дерьмом по ТТК, дерьмом. Блять.